Всем привет! Меня зовут Алина. Здесь я рассказываю про растения, их историю, культурные традиции и психологию ароматов. И делюсь личным опытом, как запахи можно использовать в психотерапии. Сегодня я расскажу про апопанакс и его необычную судьбу. Иногда достаточно вдохнуть аромат апопанакса, и словно открывается дверь в другое измерение. Снаружи сладость, мед, теплый бальзам, но в глубине звучит совсем иная мелодия. Эту смолу называют сладкой мирой. Она происходит от деревьев рода комифора, родственников миры. В Кении ее собирают на плантациях, чаще всего у комифора хальциана, а в Сомали добывают дикорастущую смолу, известную также как комифора горинии. Эти смолы близки по аромату, но несут разный резонанс в глубине. Когда в древности говорили апопанакс, имели в виду совсем другую смолу. Она происходила из растений семейства зонтичных. Апопанакс, керониум и родственных видов, которые росли в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Слово апопанакс, греческое по корням. От опос – сок, млечный сок растения. И панакс – всеисцеляющий. Отсюда же слово панакея и латинское панакс у женьшеня. В античных травниках у Диоскорида и последующих авторов апопанакс фигурирует как согревающее средство. Его давали при судорогах для успокоения нервов в составах, что разряжают и выводят слизь. Иногда в фумигациях, когда дымом очищали воздух и помещения. Греческая мысль любила ясные имена. Панакс лечит все – это не обещание чуда, а направление, вернуть движению то, что застыло. И в этом древнем имени слышится то же, что мы чувствуем сегодня в сладкой мире. Сок, который помнит дорогу к целостности. Со временем торговые пути сместились. На рынки Европы и Востока пришли новые смолы из Африки от деревьев рода комифора. Их аромат оказался глубже, теплее, богаче. В начале 20 века именно эту смолу, комифора гидотии, и близкие к ней виды стали называть апопанакс. Название сохранилось, но растение изменилось. Сегодня, когда парфюмеры и травники говорят апопанакс, речь идет не о древнем зонтичном растении, а о смоле комифора, чаще всего из Сомали, Эфиопии и Кении. Так слово, рожденное в античности, перешло к другому растению, но сохранило ауру загадки, силу и историю, которая тянется сквозь века. Кенийский апопанакс резонирует с состоянием, которое трудно назвать вслух. Это потерянность. Ты не знаешь, чего хочешь. Ты не понимаешь, кто ты есть. Будто исчезли все внутренние ориентиры. Из этой пустоты рождается отчуждение, мир начинает казаться враждебным. Возникает чувство, что я против всех. И внутри крепнет ненависть. Не потому, что есть враг, а потому что нет ясности, что есть ты сам. В каббалистической символике это похоже на разрыв в сфере даат. Даат – знание, связывающее все дерево жизни. Когда оно есть, мы ощущаем цельность и принадлежность. Когда оно перекрыто, остается пустота. Человек ищет себя и не находит. А аромат становится маской, прикрывающей зияющую пустоту. Сомалийский апопанакс звучит иначе. Он пробуждает не пустоту, а искаженную силу. В бессознательном поднимаются патологичные желания. Они кажутся выражением свободы, но ведут к разрушению. Воля превращается во вседозволенность, энергия в хаос. Кажется, что ты выбираешь, но каждый шаг уводит в огонь, который сжигает землю. В Кабале это можно увидеть как клипу хесед или нецах, изобилие, которое переливается через край и становится разрушительной стихией, свет, потерявший форму,
сила, которая оборачивается хаосом. И вот здесь скрыт парадокс Апопанакса. Снаружи он сладок, мягкий, теплый и густой аромат, а внутри он поднимает все то, что мы привыкли не замечать: отчуждение, пустоту, искаженную волю. Человек может вдыхать его и не осознавать, что внутри звучит тень. Сладость маскирует глубину. Аромат обволакивает сознание, и лишь бессознательное начинает резонировать. Есть еще интересные факты про Апопанакс. Его смолу легко зажечь. Именно поэтому она веками использовалась как благовоние, соединяющее земное и небесное. В парфюмерии прошлого века он стал душой восточных ароматов. Его сладость звучит в Шалимар, Герлен и многих культовых композициях. Вид камифора Гуидотии – один из ключевых источников сладкой миры. Сегодня занесен в список уязвимых. Избыточный сбор и изменение климата угрожают его популяции. В экспериментах современные ученые подтвердили древние поверья. Экстракты Апопанакса ускоряют заживление ран и снижают воспаление. Каждый кусочек смолы хранит в себе не только аромат, но и целую историю, от античных трактатов до лабораторий 21 века. Какое же эмоциональное звучание у Апопанакса? Апопанакс – вдыхать – это как попасть в мягкий теплый мрак. Он создает ощущение укрытости и покоя, словно тебя обволакивает густая ткань. Вызывает ощущение сладкой ностальгии, как запах старых книг или пряного вина. У некоторых рождает чувство заземления, тепла и умиротворения, но у других может вскрыть скрытую тяжесть или даже раздражение. Сладость превращается в удушливую. В ароматерапии чаще всего его используют как успокаивающее и заземляющее средство. В смесях для медитации, глубокого расслабления, снятия тревожности. Он хорошо идет в вечерних композициях, выключает внутренний шум, помогает плавно уйти ко сну. В психотерапевтической работе аромат открывает доступ к вытесненным чувствам, особенно к тем, что связаны с отчуждением, утратой связи, подавленной волей. В парфюмерных композициях его применяют как фиксатор. Он держит верхние ноты и придает глубину. Ароматерапевты иногда называют его мирой для души. Если обычная мира звучит строго и горько, то Апопанакс мягче. Он не давит, а собирает внутри. В истории Апопанакса особый парадокс. Древний Апопанакс, растение семейства зонтичных, Опопанакс херониум, и его родичи, не исчез из мира. Он по-прежнему растет в Средиземноморье, но его смола ушла в тень, слишком горькая для парфюмерии, забытая медициной, потерявшая место в обрядах. Он жив как растение, но исчез как традиция. Современный Апопанакс – смола африканских деревьев. Камифора, сладкая мира, напротив, стал сердцем ароматической культуры. Его дым поднимался на алтарях. Его аромат стал сердцем великого парфюма XX века. Но сами деревья оказались под угрозой. Чрезмерный сбор и меняющийся климат делают их уязвимыми. Он жив как традиция, но исчезает как вид. Так два Апопанакса словно отражают друг друга. Один сохранился в природе, но забыт в культуре. Другой живет в культуре, но его существование в природе становится хрупким. И в этом скрытая метафора аромата. Память и забвение, присутствие и утрата, жизнь и исчезновение, переплетенные в одном слове. Ароматное послание Апопанакса звучит так. Даже если ты потерян, даже если твоя воля искажена, даже если мир кажется враждебным, а внутри только пустота, связь никогда не исчезает. Сладость – это напоминание. Под покровом хаоса все равно звучит свет.
и путь обратно к себе всегда существует. Вдохни и вспомни. Ты связан, ты не один, ты живешь в свете.